Привет! В этом видео ты узнаешь, с чего начать работу в After Effects и как устроен его интерфейс. Урок по основам After Effects я решил разбить на две части – интерфейс и основы анимации. В первом уроке мы познакомимся с интерфейсом программы, разберемся, как она устроена и где что находится. Это идеальный старт для новичков. А во втором уроке мы уже перейдем к самому интересному – анимации. На простом примере заанимируем плашку с текстом и логотипом. Это будет ваша первая полноценная анимация в After Effects. Погнали! А сегодня я покажу тебе интерфейс, основные панели, как создать свой первый проект и познакомлю с кейфреймами. Начнем. Я работаю в английской версии After Effects и вам тоже советую установить именно ее. Подавляющая часть уроков, которые вы найдете на YouTube, записываются именно в английской версии. Поэтому в дальнейшем вам будет проще следовать за действиями авторов. Также это поможет быстрее освоить терминологию, особенно если вы планируете работать в команде или на фрилансе, и проще искать решение проблемных ситуаций. При запуске программы мы видим вот такое окно. Здесь мы можем создать новый проект или открыть существующий. Также здесь отображаются все наши последние проекты. Но если вы запускаете программу в первый раз, скорее всего у вас здесь ничего не будет. Итак, создадим новый проект, нажав на кнопочку New Project. After Effects встречает нас вот таким интерфейсом. На первый взгляд выглядит сложно, но сейчас мы все подробно разберем. Здесь находится окно Project, окно Timeline, окно Композиция, панель с эффектами и прочими настройками. Также панель Tools. Здесь расположены следующие инструменты. Selection Tool – выбор и перемещение объектов. Hand Tool – перемещение композиции в окне просмотра. Zoom Tool – приближение и отдаление. Эти три инструмента отвечают у нас за работу с камерой. 3D пространство и камеру в этом уроке мы не будем разбирать, они нам пока не понадобятся. Также здесь есть Rotation Tool для вращения слоев, инструмент для работы с Anchor Point, позже я объясню, что это такое, инструмент для создания шейпов, инструмент Pen Tool для рисования линий либо создания масок, Text Tool для создания текстов. Brush Tool, Clone Stamp и Eraser – это инструменты рисования. Также здесь есть инструмент Roto Brush для ротоскопирования и Puppet Tool для анимации и деформации объекта. Рабочее пространство сделано так, что вы можете кастомизировать его под себя. То есть вы можете перетягивать окна и располагать их там, где вам удобно. Например, я могу взять вот это окно и перетащить его сюда, расположив его вот таким образом. Тогда оно встанет рядом. Либо я могу взять его, перетащить вот сюда, тогда он будет располагаться уже здесь. Таким образом мы можем настраивать интерфейс. Я верну обратно. Настроив интерфейс, вы можете сохранить данный пресет для себя и пользоваться им в дальнейшем. Для этого необходимо перейти во вкладку Window, Workspace, Save as New Workspace и здесь задать имя своего рабочего пространства и сохранить. Далее эта кнопочка появится вот здесь. Мы же будем использовать рабочее пространство Default. В панели справа мы видим различные настройки. Например, это панель предпросмотра, панель аудио, панель для работы с текстом и так далее. Также здесь есть панель эффекты пресеты. Здесь расположены все эффекты, которые мы можем выбрать и применить на наши слои. Вы можете найти эффект, если вы знаете, в какой группе эффектов он находится. Либо вы можете начать вбивать название эффекта. То есть меня интересует, например, Turbulent Displays. Также я могу закрывать эти окна. Например, если вы не можете найти какое-либо окно и оно у вас отсутствует, то все окна можно найти вот в этой вкладке Window. Например, мы отключили сейчас окно Brush, либо мы можем закрыть окно Paint и перейти сюда, найти здесь Paint и снова включить его. Оно вернется на свое место. Так же как и панель Brush с кисти, которую мы ранее отключили. Перейдем в окно Project. Здесь хранятся все импортированные файлы, аудио, видео, изображения и так далее. И созданные композиции. Это ваша библиотека проекта. Давайте импортируем файл в наш проект. Это можно сделать несколькими способами. Два раза кликнуть мышкой в данной панели. Открывается окно, где мы ищем нужный нам файл и нажимаем импорт. Я пока этого делать не буду, покажу другие способы. Далее через верхнюю панель файл, импорт файл.
мы видим тоже окно. Следующий способ, нажав правой кнопкой мыши, также импорт файл. Также мы можем нажать сочетание клавиш Ctrl-I и откроется то же самое окно. Либо мы можем перетянуть нужный нам файл непосредственно в это окошко, вот таким образом. Скачать этот файл вы сможете в моем телеграм-канале. Ссылку я оставлю в описании к этому видео. Либо можете использовать любой другой файл. Давайте для примера импортируем еще один файл в наш проект, дважды нажав в этом окошке, выбрав нужный нам файл и нажав кнопочку импорт. Все, теперь мы видим, что у нас в проекте находится два видеофайла. Может возникнуть ситуация, когда таких файлов будет огромное количество. И это будут не только видеофайлы, но и аудиозаписи, какие-то картинки или разнообразные футажи. Для этого нам необходимо структурировать наш проект. Мы можем сделать это, нажав в нижней панельке вот здесь на кнопку Create New Folder. Создается новая папка. Таким образом мы можем создавать папки, называть их, например, видео. Создадим еще одну папку, назовем ее, например, футаж. Мы видим, что эта папка находится внутри этой папки. Чтобы ее вытянуть, мы зажимаем кнопкой мыши и перетягиваем ее просто вниз. Все, теперь мы можем перемещать наши файлы так, как нам нужно, в разные папки. Например, мы можем выбрать оба наши видео и переместить их в папку видео. Все, теперь они находятся здесь. Таким образом мы можем структурировать наш проект. Я верну наше видео на место и удалю эти папки. Если мы выделим какое-либо видео, то мы вот здесь увидим его характеристики: разрешение, длительность и частота кадров. Например, у этого видео это будут другие значения. Удалим пока это видео, оно нам не нужно. Выделим его и нажмем кнопочку Delete. Далее, чтобы начать работу, нам необходимо создать новую композицию. Это также можно сделать несколькими способами. Например, нажав на кнопку New Composition. Здесь мы можем задать название нашей композиции, выбрать параметры для нашей будущей композиции уже из готовых, либо задать эти параметры вручную. Разрешение поставим 1920 на 1080 пикселей. Фреймрейт, частота кадров, выберем 30 кадров в секунду. Здесь можно выбрать 24, 25, 60 и так далее. А также зададим продолжительность нашей композиции. Это кадры, это секунды, это минуты и это цифра часы. Поставим 14 секунд. Также можем задать фон для нашей композиции, но сейчас это не важно, мы не будем этого делать. Я пока удалю эту композицию, чтобы показать другие способы создания. Например, мы можем перейти в верхнюю панель Composition, выбрать New Composition. Открывается то же самое окошко, также задаем параметры, нажимаем ОК. Третий способ: нажатием горячих клавиш Ctrl-N мы также вызываем данное окно и задаем здесь параметры. Я советую сразу запоминать все эти горячие клавиши, потому что в дальнейшем они сэкономят вам огромное количество времени при работе. Также для создания композиции вы можете нажать вот на это окошко. Либо мы выбираем нужный нам файл и перетягиваем его на это окно. Когда After Effects сам создает композицию и автоматически подтягивает все параметры данного видеофайла. И если мы откроем свойства композиции, горячая клавиша Ctrl-K, то мы увидим, что данные значения соответствуют исходным данным. Частота кадров, разрешение и продолжительность. Давайте сохраним наш файл. Сделать это можно, перейдя во вкладку «Файл», «Сохранить как», выбрать место для сохранения, задать имя файла и сохранить. Либо можно нажать Ctrl-S и также сохранить первый раз файл в нужную вам папку, и далее при повторных нажатиях кнопок Ctrl-S он будет автоматически пересохранять данный файл. Бывает такое, что After Effects периодически вылетает, и вы можете потерять часть сделанной вами работы. Чтобы избежать этого, мы можем настроить автосохранение. Для этого мы перейдем в Edit Preferences. Здесь очень много параметров, пока мы не будем на этом останавливаться. Нас интересует вкладка Autosave. Я рекомендую поставить промежуток автосохранения на 5 минут. По умолчанию вроде это 20, но это очень много. 5 минут оптимальный вариант. Отлично. Далее разберем окно Timeline.
Тут происходит монтаж, вы размещаете и редактируете свои слои, настраиваете анимацию, эффекты и так далее. Это как рабочий стол для вас. Здесь мы делаем все основные операции. Все, что здесь происходит, отображается в окне композиции. Окно композиции – это экран предпросмотра, где вы видите, как выглядит ваша работа в реальном времени. Здесь мы можем менять размер. Для этого нам необходимо покрутить колесико мыши. Также мы можем перетаскивать это окно. Для этого нам необходимо зажать колесико. Если мы нажмем пробел, то мы увидим, как происходит наша анимация. Какие еще инструменты есть у нас в окне композиции? Перейдя в эту панель, мы можем задать размер отображаемой картинки, либо, выбрав Fit, вписать ее в окно по размеру. В следующем окошке мы можем выбрать качество нашей проигрываемой композиции. Например, если мы выберем параметр Half, то After Effects необходимо будет просчитывать уже только половину пикселей в этой картинке. Мы можем выбрать четверть. Тогда он будет считать только четверть пикселей. Если мы приблизим, то мы увидим, как изменилось качество. Если выберем Full, соответственно, все вернется. Если на слое или в композиции применено много эффектов и After Effects начинает тормозить и лагать, то я советую это качество понижать на половину либо на треть. Мы пока оставим полное качество. Также здесь есть кнопка отображения прозрачности нашего слоя. Также здесь есть кнопочка для включения-выключения отображения границ шейпов и различных слоев. Мы в дальнейшем разберем ее. Пока она нам не нужна, мы ее не трогаем. Также хочу обратить внимание вот на это меню. Здесь мы можем включить отображение различных сеток. Они необходимы для размещения элементов внутри кадра. Например, если вы работаете с какой-либо инфографикой, то есть это плашки, тексты и так далее, то рекомендуется размещать все эти элементы внутри этой рамки. Также здесь мы можем включить различные сетки, например, такую. Я отключу все. Либо включить рулетку. Появляется сверху шкала и слева. Подведя мышку сюда, мы можем вытянуть линейку. И отсюда таким же образом. Я также ее пока отключу. Убрать эти линии можно просто смахнув их влево или вправо. Также здесь мы можем сделать скриншот нашего экрана. Вернемся к окну таймлайн. Если мы будем перетягивать данный ползунок, то мы видим, как происходит проигрывание нашего слоя вперед либо назад. Также мы можем нажать кнопку пробел. Еще раз пробел, чтобы остановить. Я верну в начало. Здесь отображается наш слой. Мы видим его начало и конец. Также мы видим продолжительность этого слоя в секундах. Мы можем увеличить масштаб. Нажав кнопку Alt и крутя колесико мыши, мы приближаем. Вся наша временная линия увеличилась в масштабе. Здесь уже мы видим кадры. То есть это 2 кадра, 4, 6 кадров. Приблизив еще, мы увидим уже покадрово. То есть это уже идет каждый кадр. Перемещаться по кадрам мы можем, нажимая кнопки Page Up и Page Down. Page Up мы перемещаемся назад. Page Down мы перемещаемся вперед. Зажав кнопку Shift и нажав Page Up либо Page Down, мы перемещаемся сразу на 10 кадров вперед, либо на 10 кадров назад. Также масштаб нашей таймлинии мы можем задать вот в этом окне. Здесь мы мышкой можем перетянуть, например, вот так назад и вернуться к исходному масштабу. Что мы можем делать с нашим слоем? Мы можем, например, обрезать наше видео. То есть я, например, хочу обрезать наше видео с первой секунды. Ставим ползунок на 1 секунду и нажимаем клавишу Alt и левая квадратная скобка. Мы видим, наш слой обрезался. Также мы можем сделать это, просто взяв за край слоя и перетянув его мышкой. Вот таким образом. Перейдем далее по таймлинии. И я хочу вот в этот момент, когда самолет начинает выходить из центра кадра, я хочу обрезать также наше видео. Вот здесь, например, на 4 секунде. Также ставим сюда ползунок, нажимаем Alt и уже нажимаем правую квадратную скобку. Все, мы обрезали наше видео. Теперь длина нашего видео составляет 3 секунды. Также сделать это можно мышкой, зажав в край и перетянув сюда. Что мы еще можем делать с нашим слоем? Сейчас длительность нашего видео 3 секунды. И оставшаяся часть этой композиции нам не нужна. Мы можем сократить нашу композицию по длину нашего видео. Для этого берем вот за этот край. Это граница нашей рабочей зоны. Сдвигаем на начало видео.
Также берем этот ползунок с обратной стороны и перемещаем его в конец видео. Вот таким образом. Далее, нажав правой кнопкой мыши на этот ползунок, мы выбираем Trim Comp to Work Area. Обрезать композицию по рабочей зоне. Все, мы обрезали нашу композицию, и теперь длина нашей композиции составляет 3 секунды. Все лишнее у нас уже не отображается. Также мы можем обрезать наш слой, разделив его сразу на 2 слоя. То есть, например, перейдем в середину нашего ролика и нажмем клавиши Ctrl-Shift-D. After Effects автоматически отрезает видео в том месте, где находится ползунок, и создает второй слой. То есть теперь композиция у нас состоит из 2 слоев. Первый отрезок и второй отрезок. Также, выбрав нужный нам слой, мы можем создать для него прекомпозицию. Нажатием клавиш Ctrl-Shift-C мы вызываем окно создания прекомпозиции. Здесь выбираем вот эти параметры и задаем название. Например, пусть будет 1. Нажимаем ОК. Все, мы видим, как у нас создалась еще одна композиция. То есть это такая композиция внутри композиции, как бы подпапка. И наше видео теперь помещено в эту композицию. Мы можем, открыв ее, дважды кликнув мышкой. Все, мы видим теперь наш отрезок уже находится здесь. Пока это нам не нужно, об этом мы поговорим чуть позже. Вернуться в предыдущую композицию можно, перейдя в эту панель и нажав на нужное нам название. Здесь будут отображаться все ранее открытые композиции. After Effects основывается на работе со слоями. То есть вышестоящий слой перекрывает нижестоящий слой. Например, если мы передвинем этот слой вот сюда, то в какой-то момент нижележащее видео перекрывается вышележащим слоем. Также здесь мы видим различные настройки нашего слоя. Нажимая вот эти маленькие иконки, мы можем расширять эту область и добавлять какие-либо новые настройки. То есть, например, здесь мы можем включить Motion Blur, перевести наш слой в 3D пространство, задать ему режим наложения, привязать его к другому слою и так далее. Но на этом мы пока останавливаться не будем. Рассмотрим параметры слоев. Выбрав наш слой, нажав на эту стрелочку, мы раскроем его параметры. Переходим во вкладку Transform и видим здесь следующие параметры слоя. Opacity – это прозрачность. То есть, если я убавлю сейчас ее на 0, то мы увидим нижележащий слой, так как этот слой, на котором мы убавили прозрачность, стал прозрачным. Чтобы это лучше продемонстрировать, я перенесу его вот сюда, включу ему обратно прозрачность на 100% и убавлю ее снова в 0. Вот мы видим наш фон. Вернем обратно. Далее здесь мы можем задавать вращение нашего слоя, его масштаб, выключив этот замочек, мы можем снять пропорциональное изменение масштаба и задавать масштаб по какой-либо из осей, либо X, либо только Y. Нажав кнопку Reset, мы сбрасываем значение по умолчанию. Также здесь мы можем задавать значение положения нашего слоя, то есть перемещать его, двигая по оси X, либо Y. Либо это можно сделать, нажав на сам слой, перемещать его таким образом мышкой. Я нажимаю Reset, сбрасываю обратно. Также здесь мы можем задавать положение нашего Anchor Point. Это якорная точка, вот это перекрестие в центре экрана. Включив инструмент Anchor Point Tool на верхней панели, либо нажав горячую клавишу Y, мы можем изменять положение нашего Anchor Point. Например, передвинем его сюда. Что это такое? Это некая опорная точка, вокруг которой происходит анимация либо изменение параметров слоя. Например, если сейчас мы будем изменять масштаб нашего слоя, то мы видим, что масштаб и увеличение нашей картинки происходит как бы из этой опорной точки, с краю картинки. Если же мы перенесем ее обратно в центр и снова будем изменять масштаб, то мы видим, что увеличение происходит уже из центра. Также это можно продемонстрировать на примере вращения. Например, если я сейчас буду вращать наш слой, то мы видим, как вращение происходит вокруг центра нашего изображения. Если мы переместим нашу якорную точку, например, вот в этот угол и будем вращать наше изображение, то мы уже увидим вращение вокруг именно этой точки.
Теперь, я надеюсь, понятно, что такое Anchor Point. Вернем как было. Теперь перейдем к основам After Effects, кейфреймам или ключевым кадрам. Это то, на чем строится вся анимация в программе. Именно с их помощью вы задаете движение, изменение масштаба, прозрачности и других параметров во времени. Понимание кейфреймов – это первый шаг к созданию любой анимации. У каждого параметра есть часики. Именно они включают анимацию. Например, проанимируем перемещение нашего слоя. Я верну его длину к началу композиции, перемещу ползунок в начало и на первом кадре нажму на значок часиков. Мы видим, как у нас в этом месте появилась точка. Это и есть наш кейфрейм или ключевой кадр. Перейдем в конец композиции и переместим наш слой влево. Автоматически создался второй кейфрейм с уже измененными значениями позиции. Таким образом, мы задали два положения для нашего слоя. В первом кадре это вот это положение, в последнем кадре мы видим, как оно изменилось. Если мы нажмем пробел и проиграем нашу анимацию, то мы увидим вот такое. Удалим этот слой, он нам мешает. То мы увидим вот такое перемещение нашего слоя. То есть, что произошло? Мы задали два ключевых кадра, на первом и на последнем кадре, с разными значениями положения слоя. А After Effects автоматически создал анимацию перемещения слоя от точки А в точку Б за заданное количество времени. Это обычная линейная анимация. Давайте для примера еще проанимируем масштаб нашего слоя. Для этого я перейду в первый кадр, удалю нашу анимацию по позиции, включу снова часики на параметре Scale масштаб и зададим значение 0. Таким образом, масштаб нашего слоя в данном первом кадре 0. Переместим наш ползунок на секунду вперед и поставим здесь значение 100. Создался новый ключик со значением масштаба 100. Теперь, если мы проиграем нашу анимацию, мы увидим, как наш слой появляется. На создании, настройке и работе с этими ключами строится вся работа в After Effects. Сегодня мы посмотрели самую базу. На этом наш урок завершен. В следующем видео мы сделаем нашу первую анимацию. Подробно разберем работу с ключами, так что обязательно посмотрите его, будет интересно. Если было полезно, подписывайтесь на канал, впереди еще много интересных уроков. А также заглядывайте в телеграм-канал, там я делюсь материалами, файлами и дополнительными фишками для работы в After Effects.